Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Мы продолжаем обозревать ветеринарные публикации. И сегодня у нас будет две небольшие публикации и маленькая рекламная вставка. Поехали! И первая публикация, которую мы с вами сегодня обсудим, это публикация из журнала Veterinary Emergency and Critical Care, посвященная сравнению эффективности дренажей Блейка и катетеров Тиньхова при проведении перитонеального диализа у кроликов. Мне кажется, эта публикация интересная, потому что пациенты с острой почечной недостаточностью, которые требуют каких-либо методов детоксикации, бывают у нас нередко. Проведение гемодиализа – процедура сложная, процедура финансово затратная, и главное, что не в каждой клинике, а точнее в очень мало каких клиниках, есть возможность эту процедуру провести. А вот перитонеальный диализ – процедура более доступная. И если в нем разобраться, если понять, как это работает, и понять, какие нам для этого подойдут больше расходные материалы, те же самые катетеры, мы сможем оказать помощь большему количеству пациентов. Поэтому, мне кажется, публикация может быть полезна. Итак, что нам говорят авторы в введении к этой статье? Во-первых, перитонеальный диализ – это способ внеренальной детоксикации. Если у нас почки не работают, нам все-таки надо как-то выводить те токсические продукты, которые образуются в организме, чтобы снизить их концентрацию и снизить все их негативные эффекты, которыми они обладают. И перитонеальный диализ для этого вполне может нам подойти. Брюшина в этом случае используется как полупроницаемая мембрана. То есть какие-то вещества через нее проходят, какие-то остаются в организме. И именно за счет этой полупроницаемости мы можем избавляться от таких веществ, как креатинин, мочевина, билирубин и избыточное количество воды, избыточное количество жидкости у гипергидратированных пациентов. Техника проведения перитонеального диализа заключается в установке дренажа в брюшную полость, введение, а затем выведение диализного раствора с растворенными в нем после проведения перитонеального диализа токсинами, такими как креатинином, мочевином, билирубином и прочими веществами, которые в норме должны выводиться почками. В ветеринарии этот метод описан в основном при острой почечной недостаточности, олиго- или анурии, поскольку пациенты, которые обладают олиго- или анурией, без проведения диализа в принципе умирают практически со 100% вероятностью. У людей этот метод распространен в том числе и у пациентов с хронической почечной недостаточностью, как альтернатива проведению гемодиализа. Наиболее распространенные в медицине человека это как раз те самые катетеры Тиньхов, которые и сравнивают авторы с дренажами Блейка. Это мягкие мультиперфорированные катетеры с двумя манжетами. За счет этих двух манжет, за счет того, что одна манжета находится внутри брюшной полости и прилегает к брюшной стенке изнутри, а другая снаружи брюшной стенки и примыкает к коже, это обеспечивает большую герметичность такого дренажа и меньшие риски контаминации брюшной полости. В ветеринарии использование катетеров Тиньхова ассоциировано с неэффективностью. И причина здесь очень простая. Те отверстия, которые есть в этом катетере, залипают сальником. Сальник приходит к месту, где установлен катетер, облепляет его, отверстия обтурируются, и, соответственно, ввести жидкость можно, а вот вывести диализный раствор уже становится сложнее. Животным проводится аментоктомия. Как раз для того, чтобы сальник не залеплял дренаж, не залеплял катетер, его частично удаляют. Но мы понимаем, что это будет более травматичная процедура, тем более, если в организме что-то есть, наверное, лучше его в идеале оставить. Если это не больной, конечно, орган. Дренаж Блейка изначально был разработан для установки в плевральную полость, но на данный момент является альтернативой катетерам Тиньхова для проведения перитонеального диализа. Уже есть сообщения из педиатрии, уже есть сообщения из ветеринарии о его использовании. Помимо этого, дренаж Блейка не требует проведения аментоктомии. За счет его строения вероятность того, что он залипнет, будет гораздо меньше. Давайте еще раз посмотрим, как у нас выглядит перитонеальный диализ. У нас есть диализный раствор, который заливается в брюшную полость. И после того, как у нас произошел обмен через брюшину, как полупроницаемую мембрану, отработанный, скажем так, диализат собирается в контейнер с растворенными в нем токсическими веществами, такими как креатинин, мочевина и билирубин. Это было перспективное экспериментальное исследование, в котором приняли участие 20 новозеландских белых кроликов.
О них мы с вами уже говорили, это достаточно частая модель для экспериментальных исследований. Было сформировано две группы. Первая группа – это кролики, которым устанавливался дренаж Блейка, 10 кроликов. И вторая группа – это группа кроликов катетера Тиньхоффа, тоже 10 кроликов. Установка дренажей проводилась через мини-хирургический доступ с подкожным тоннелированием. Мы с вами знаем, что подкожное тоннелирование – это вещь очень важная. Как раз создание подкожного тоннеля позволяет снизить риск контаминации тех полостей, куда у нас устанавливаются разные трубки. Будь то центральный катетер, будь то артериальный катетер, будь то эпидуральный катетер, или как в данном случае катетер для проведения перитонеального диализа. Цель исследования была сравнить эффективность дренажей между собой. Вот так выглядят эти катетеры. В первую очередь давайте сравним их строение. На картинке Б мы видим катетер Тиньхоффа, который, как мы с вами обсудили, представляет собой перфорированную трубку. А вот на картинке А дренаж Блейка. И если мы посмотрим на него в увеличенном виде, мы увидим, что дренаж Блейка – это не трубка с отверстиями. По сути, это каналы. За счет того, что это объемные каналы, длинные, их гораздо сложнее обтурировать. И как раз идея заключается в том, что за счет того, что меньше отверстий, но большие каналы, обтурировать их будет сальником непросто. Хирургическая техника, мини-доступ в брюшную полость. Дистальный конец катетера устанавливается в каудальном направлении в полости малого таза. Дальше проводится тоннелирование и подшивание катетера к брюшной стенке. После хирургических манипуляций подтверждение положения катетера с помощью рентгенологического исследования и, собственно говоря, проведение самого диализа. Использовался коммерческий диализный раствор 1,5% декстрозы без добавления калия температурой 38-39 градусов. Мы с вами знаем, что раствор для диализа можно приготовить либо самим по прописям, либо взять уже готовую форму. В данном случае авторы исследования предпочли, естественно, взять готовую форму. Это закрытая Y-система, которая позволяет не размыкать трубки между собой и, соответственно, снижать риск контаминации. Как мы видели с вами на картинке, из одного контейнера раствор заливается в брюшную полость, в другой контейнер раствор выливается. Диализ проводился в течение 3 дней. Было 3 сессии S1, S2 и S3 на вторые сутки после установки дренажа. Каждая сессия состояла из 4 циклов. Первый цикл в брюшную полость вводили 10 мл раствора, каждую последующую сессию объем увеличивали на 10 мл каждые 15 минут. Сделано это было для того, чтобы не увеличивать абдоминальный компартмент, не увеличивать давление в брюшной полости и, соответственно, не влиять таким образом на системную гемодинамику, которая могла бы исказить результаты этого исследования. Время нахождения раствора в брюшной полости 40 минут. Оценка введенного и эвакуированного раствора. Еще раз, основная цель исследования – это сравнить эффективность этих дренажей между собой. Это были здоровые кролики. Сравнивать, как будет выводиться креатинин и мочевина у здоровых животных, наверное, было не очень целесообразно. Поэтому ключевая цель – сравнить объемы вводимого диализата и выводимого диализата. И, исходя из этой точки зрения, оценить именно эффективность дренажей и эффективность катетеров. Плюс фиксировались осложнения, такие как загрязнение диализата, обструкция дренажа и прочее. Удаление катетера проводилось спустя 24 часа после последнего сеанса диализа. Наблюдение за кроликами в течение недели. А далее поиск владельцев и пристройство всех 20 кроликов. Это самое милое, что есть в этом исследовании. Все кролики остались живы и нашли себе новый дом. Так выглядит таймлайн исследования. Мы видим, что в первый день были установлены дренажи. В последующие 3 дня, то есть 2-й, 3-й и 4-й день проводился диализ, исходя из 4 циклов, как мы с вами обсудили. Дальше удаление дренажа, наблюдение и выписка кроликов уже домой к новым владельцам. Оценивались в первую очередь объемы. Как мы с вами уже обсудили, сравнение катетеров проходило именно исходя из объемов диализата, который был введен в пациента и эвакуирован из него. Помимо этого оценились показатели крови и мочи, биохимический анализ крови, клинический анализ крови и глюкоза. Также важным критерием оценки была бактериальная контаминация диализата.
Какие результаты были в итоге получены? Во-первых, не было зафиксировано осложнений при установке дренажей. Достаточно малая хирургическая манипуляция у здоровых пациентов, поэтому здесь результаты ожидаемы. В группе катетеров Тиньхова был перелом ребра у одного кролика, и он был исключен из исследования. Откуда взялся перелом? Непонятно. Авторы исследования говорят, что это неизвестно, но поскольку это могло повлиять на результаты, он был исключен. У одного из кроликов из этой же группы был зарегистрирован высокий уровень глюкозы, поэтому он тоже был исключен из исследования. Задержка диализата отмечалась у 3 кроликов в 3 случаях. То, что и предполагали авторы. То, что катетеры Тиньхова за счет перфорации, а не глубоких каналов, ассоциированы с большей аментализацией, то есть закупоркой их сальником, и, соответственно, большими рисками обструкции. В группе дренажей Блейка утечка диализата была зафиксирована в одном случае, иных каких-то осложнений не возникало. В группе дренажей Блейка был зафиксирован и достоверно подтвержден больший объем дренирования, то есть вероятность аментализации дренажа была гораздо меньше. В лабораторных данных на самом деле чего-то прям примечательного не было. Было снижение эритроцитов, альбумина и гемоглобина в обеих группах к концу третьей сессии. В обеих группах у 15% пациентов всего, у 3 из 20 кроликов, были обнаружены бактерии в диализном растворе. Но это не потребовало никакого лечения. Бактериальная контаминация имела место быть, но не привела к клиническим последствиям, которые бы требовали лечения антибиотиками. На графиках мы с вами видим, что действительно в группе дренажей Блейка, нижняя картинка группа BL, объем дренирования был больше, чем в группе катетеров Тиньхова. А значит, по объемам дренирования они могут быть более эффективны. Задержка жидкости в брюшной полости будет меньше, объем дренирования будет больше, эвакуация жидкости и токсинов, соответственно, тоже будет эффективнее. Именно эти выводы в том числе и делают авторы исследований. Они говорят о том, что дренаж Блейка позволяет обеспечить практически 100% дренирование диализного раствора, который попадает в брюшную полость. Проблема задержки жидкости, как правило, связана именно с обструкцией дренажа за счет его аментализации сальника. При использовании катетеров Тиньхова показана аментоктомия, а мы понимаем, что это будет в таком случае больший объем операции, большая травматизация и больший риск развития осложнений. Если мы возьмем клиническую практику, то в клинической практике, как правило, это пациенты, которые изначально нестабильны. Или в плане гемодинамики, или в плане уровня сознания за счет высокого уровня азотемии. Поэтому в их случае наша задача минимизировать хирургическую травму и время нахождения такого пациента в анестезии. Риск снижения инфекции при использовании закрытой Y-системы. И это тоже ожидаемо. Если мы устанавливаем у пациента какой-то девайс, мы должны как можно меньше допускать, чтобы он был открыт, чтобы снизить риски бактериальной контаминации. Вторая публикация – это Clinical Case из журнала Veterinary Anesthesia and Analgesia, посвященный пациенту с подозрением на тригеминокардиальный рефлекс у собаки после удаления премоляров. Это немецкая такса 3 лет массой 5,5 кг, которая поступила в клинику для экстракции 208-го премоляра. Это достаточно типичная процедура для стоматологов. Мы понимаем, что у стоматологов удаление зубов, экстракция зубов – это одна из самых частых их манипуляций. Осмотр у пациента без особенностей, поэтому лабораторные тесты не проводились. Здоровая 3-летняя такса, которая пришла просто удалить зуб, не нуждается действительно в каких-то исследованиях, в каких-то анализах. Носологическое пособие включало в себя премедикацию медитамидином 10 микрограмм на килограмм и метадоном 0,2 мг на килограмм. Индукция осуществлялась пропофолом 4 мг на килограмм, выполнена интубация трахеи и поддержание анестезии было изофлюраном при концентрации кислорода 100% с помощью реверсивного контура. Инфузионная поддержка, раствор Хартмана 5 мл на килограмм в час. Мониторинг стандартный, ЭКГ, СПО2, ЭТЦО2, температура и неинвазивное артериальное давление. Была выполнена максиллярная блокада лидокаином 2% 0,25 мл суммарный объем. В принципе, если мы посмотрим на это носологическое пособие, мы видим, что здесь реализована концепция мультимодальной анальгезии, что здесь все у нас хорошо, все правильно, ничего примечательного здесь нет.
Что было дальше? А дальше развивается событие. До момента экстракции зуба ЧСС у этого пациента было 40-60 в минуту с синусовой аритмией, которая не была гемодинамически значима и не требовала коррекции. Перфузионное давление было на уровне 70-85 мм ртутного столба. После экстракции 208 зуба у пациента развивается атриовентрикулярная блокада и асистолия в дальнейшем. В этот момент авторы публикации начинают проводить сердечно-легочную реанимацию. Введен налоксон 0,04 мг на килограмм, мы помним, что это антидот опиоидов. Введен адреналин 20 микрограмм на килограмм, атипомизол 50 микрограмм на килограмм, антидот альфа-2 агонистов, и атропин 40 микрограмм на килограмм. К счастью, спустя 3 цикла сердечно-легочной реанимации у пациента восстановилось спонтанное кровообращение с ЧСС более 200. Прежде чем мы приступим к обсуждению того, что же произошло с пациентом, та самая маленькая реклама, которую я вам обещал. С 10 февраля по 6 апреля на базе образовательного центра коллегии ветеринарных специалистов ЕДУВЕТ будет проходить курс подготовки врачей-анестезиологов. Данный курс имеет несколько пакетов. Можно купить полный курс, можно купить базовый курс, а можно купить онлайн-тариф. Курс включает в себя 2 мастер-класса по ингаляционной анестезии, основам ИВЛ и местной анестезии, а также практику в клинике Белый Клык в течение 5-6 дней. Ссылка на курс по QR-коду и в описании к видео. А мы продолжаем разбирать, что же такое тригеминокардиальный рефлекс. Тригеминокардиальный рефлекс – это стволовой рефлекс, который может стать причиной асистолии. Развитие этого рефлекса приводит к снижению частоты сердечных сокращений и перфузионного артериального давления. Примерно в 20% случаев. Тригеминокардиальный рефлекс делится на центральный и периферический. Центральный, который обусловлен какой-то интракраниальной причиной. Например, опухоль или гематома, либо еще что-то. А вот периферический мы с вами хорошо знаем. По одному из его названий, одному из вариантов этого рефлекса, это окулокардиальный рефлекс. При тракции глазного яблока, при надавливании на глазное яблоко у нас перераздражается тройничный нерв в том числе. И в этот момент у нас происходит повышение тонуса парасимпатики, снижение частоты сердечных сокращений и артериального давления. Поскольку тройничный нерв у нас дает 3 основные ветки, как мы с вами помним. 2 эти ветки — это верхнечелюстная и нижнечелюстная. Соответственно, при манипуляциях с верхней и нижней челюстью мы можем получить те же самые эффекты, которые получаем при манипуляции с глазом. Перераздражение тройничного нерва приводит к повышению тонуса симпатической нервной системы, снижению частоты сердечных сокращений и снижению артериального давления. Собственно говоря, один из вариантов периферического тригеминокардиального рефлекса так и называется – максилломандибулярный, то есть верхний-нижнечелюстной рефлекс. И вполне закономерно, что у стоматологов проявление этого рефлекса может встречаться чаще. Для подтверждения должны быть соблюдены 4 критерия. Это критерий правдоподобности, критерий обратимости, критерий повторения и критерий профилактики. Авторы публикации говорят о том, что в их случае возможно только следовать критерию правдоподобности. То есть вероятность того, что события, которые произошли с пациентом, ассоциированы именно с этим рефлексом. Последовательность событий, которая произошла, предполагает правдоподобность и предполагает, что это и является объяснением. В данном случае остальные критерии, такие как обратимость, повторение и профилактика, было выполнить затруднительно. Здесь было важнее спасти пациента, чем проводить острый эксперимент в операционной. Применение местных анестетиков не профилактирует этот рефлекс. Здесь авторы ссылаются на исследование Мэйлю 2015 года. И здесь нам, значит, надо быть настороже. Мы думаем, что если у нас пациент хорошо обезболен, у него не может быть проблем, связанных, например, с окулокардиальным рефлексом или, как в данном случае, с тригеминокардиальным рефлексом. Все-таки может, и местные анестетики его не профилактируют. Мы должны помнить о том, что такое возможно. Потенциальные факторы, которые могут привести к стимуляции этого рефлекса, это световая стимуляция, это гиперкапния, гипоксемия, гипотермия, ацидоз, использование альфа-2 агонистов и опиоидов, которые в том числе были и в этом clinical кейсе, который описывают авторы. Не исключена склонность к ТАКС
как раз к тригемнокардиальному рефлексу. Здесь авторы ссылаются на публикацию Харрисона 2012 года, который предположил, что у такс в норме частота сердечных сокращений меньше, а соответственно тонус парасимпатики у них выше. А если выше тонус парасимпатики, значит вероятность развития тригемнокардиального рефлекса будет выше. Лечение заключается в использовании холинолитиков и адреналина, и ключевое в прерывании раздражающего стимула, если это возможно. Условно говоря, если хирург пытается удалить зуб, и в этот момент мы видим, что у нас снижается ЧСС, и пациент пытается умереть, наверное, надо остановить хирурга и взять паузу, для того, чтобы понять, что происходит с пациентом. Ну и один из главных выводов, которые делают авторы, что мониторинг пациентов очень важен. Чем дольше времени у нас пройдет с кардиореспираторного ареста до начала СЛР, тем меньше шансов у нас спасти пациента. Поэтому если мы видим, что пациент начинает замедляться, если мы видим, что частота сердечных сокращений снижается, то, вероятно, стоит уже предпринимать какие-то действия. А для этого нам нужен расширенный мониторинг. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Увидимся через неделю. Всем пока.